Северокавказский горный клуб, в рамках которого будет проводиться фестиваль, это один из проектов корпорации. Он нацелен на развитие экстремального и экологического туризма во всем регионе. В рамках этого проекта будут построены уже весной следующего года модульные гостиницы на горе Эльбрус на 48 мест. Они ориентированы на альпинистов в первую очередь, тех, кто собирается восходить на Эльбрус и требуется акклиматизация. Все это будет происходить на площадке недалеко от приюта 11, который, к сожалению, несколько лет назад сгорел и перестал функционировать. Поэтому это очень важный элемент инфраструктуры именно для таких вот экстремальных путешественников, которые сейчас в большом количестве в регион приезжают. Что касается Северокавказского горного клуба, то хотел бы добавить, что его задача основная – это создание условий для развития туризма, для развития там разных форм активного и неактивного, экстремального и так далее. И когда рассматривали проблематику, то, соответственно, стали задумываться о том, что действительно нужно какие-то яркие мероприятия с точки зрения пиара, продвижения и так далее. И как раз пришли к тому, что фестиваль, это, в принципе, даже из моего опыта в Сибири, я проводил фестиваль «Мир Сибири» и «Саянское кольцо», то есть, в принципе, это один и тот же фестиваль, который с прошлого года стал миром Сибири. Эффект для продвижения территорий, для формирования положительного имиджа, для привлечения туристов очень хороший. И у нас и надежда, и уверенность, что проведение ВОМАДа, фестиваля ВОМАД на Кавказе даст тот же самый эффект, и может быть даже больше, потому что за этим фестивалем есть просто постоянная публика, которая путешествует из Англии в Испанию, из Испании в Абу-Даби, в Австралию, в Новую Зеландию. И, соответственно, мы надеемся, что эти туристы, эти поклонники этого фестиваля, они приедут в Россию, и тем самым мы сделаем еще дополнительный туристопоток на Северный Кавказ, и люди после фестиваля будут уже разъезжаться по всему Кавказу и смотреть, отдыхать, впитывать все то, что есть очень хорошее на Кавказе. Мы готовим сейчас портал visitkavkaz.ru или visitkavkazus.ru. Это будут виртуальные ворота на Кавказ, по сути дела, и люди смогут получить максимум информации о достопримечательностях, как забронировать путешествие и так далее. И как раз к фестивалю уже этот портал будет работать, и люди смогут, соответственно, организовать свои путешествия сразу же через этот портал. Когда рассматривали, где же делать фестиваль, решили, что оптимальное место – это город Кисловодск, то есть и по климатическим условиям, и то, что, по сути дела, тоже такие, можно сказать, не виртуальные, а реальные ворота на Кавказ, то есть и на север при Эльбрусе, в Карачаево-Черкесию, Домбай, Архыз и так далее. То есть поэтому так все хорошо сложилось, потому что, кроме того, Кисловодск – это действительно жемчужина кавказских минеральных вод, где есть возможность и культурно отдохнуть, и очень хороший климат. По времени мы выбрали начало сентября, это такой небольшой спад для Кисловодска в туризме, потому что Кисловодск круглый год заполняется туристами. В то же время это и фрукты, и грецкие орехи, и все остальное. То есть это хороший такой урожайный период, и климатически там тепло. То есть если уже в Подмосковье и где-то в других районах холодно России, то там самый такой оптимальный климат, зеленый, хорошее время, такой бархатный сезон, зеленая трава и так далее и тому подобное. Поэтому мы связываем большие надежды на то, что этот фестиваль станет хорошим таким резонансом для развития туризма, для вообще изменения, улучшения ситуации на Кавказе. И в то же время я надеюсь, что это событие, оно повлияет вообще на развитие world music в России, на развитие этнической музыки, и не только этнической музыки, потому что
каждый фестиваль, который, допустим, у нас в Сибири проходил, он давал новые идеи для музыкантов. И, то есть, и в то же время композиционный фестиваль является такой площадкой, которая дает старт для музыкантов на зарубежной площадке, то есть на мировой рынок. И то есть, это событие многогранное. Оно и стратегически важно, потому что, в принципе, оно даже будет развивать инфраструктуру в том же Кисловодске. Это развитие малого и среднего бизнеса, это развитие как бы, вот этой среды рынка, можно сказать, world music в России, это улучшение имиджа Кавказа. И это праздник, это хорошее событие для зрителей, для публики, для туристов. Поэтому это такой очень комплексный как бы, эффект получается от этого события. Мы очень надеемся на то, что это будет ежегодное событие, которое будет проходить в Кисловодске каждый год. И еще один важный момент – это, собственно говоря, эффект от этого фестиваля. Приезжает несколько тысяч туристов, дальше они разъезжаются по региону, смотрят не только сам Кисловодск, но и весь Северокавказский федеральный округ. Многие из них по опыту, опять же, проведения этих фестивалей в других регионах едут в какие-то смотреть достопримечательности, которые находятся в близлежащих регионах. Поэтому для нас это исключительно важное событие, поскольку оно будет иметь очень долгосрочный эффект. Эти люди, если им понравится на Кавказе, расскажут своим друзьям о том, как они прекрасно провели время. На следующий год мы не только на фестиваль, но и в целом в регион получим достаточно большое количество новых туристов, которые, в принципе, до этого, может быть, никогда для себя возможность приезда на Северный Кавказ не рассматривали. И это как раз основная причина, почему мы как корпорация инвестируем деньги и силы в проведение этого фестиваля. Мы считаем, что как бы, эффект от него будет иметь регион очень большой. Фестиваль ВУМАТ – часть группы компаний. Питер Гэбриэл, рок-стар и предприниматель, владеет ей. В нее входит звукозаписывающая компания Real World. Мы записываем музыку по всему миру, доводим ее до широкой аудитории. Мы организуем туры для Питера Гэбриэла, других исполнителей. Организуем один из великолепнейших фестивалей в мире. 30 лет практически мы организуем эту работу. Мы проводим работу, знакомим людей с танцами, с культурой, с кухней. И фестиваль этот заключается не только в музыке, но и в культуре. За последние 30 лет более 200 фестивалей в 28 странах было проведено в рамках нашей инициативы. Мы представляем программу артистов и исполнителей, которые уникальны. Мы всегда используем местных работников искусства. В России мы на них делаем ставку. Мы пытаемся поделиться общемировым опытом и довести до людей мысль о том, что мы часть единого мира, и сможем это сделать, понять это лучше с помощью музыки. Мы пытаемся вам дать музыку, которую вы никогда не слышали. Фестиваль заключается в культуре, но и в бизнесе. И сейчас ведутся разговоры, зачем нам нужен фестиваль на Северном Кавказе. Мы считаем, что в фестивале есть экономические аспекты, есть бизнес, шансы, возможности. Одна из ведущих – это же туризм. Он повлияет на местное население, поскольку мы работаем с местным населением также. Кроме того, мероприятие – это общемирового плана, и это международное мероприятие, оно привлечет внимание к себе со всего мира.